Приветствую всех, вы на канале Smolly Dolls. В данном видео я расскажу о том, как сменить нить при вязании изнанкой. Все способы можно разделить на два вида: со ступенькой и без. Мы рассмотрим в данном видео способ со ступенькой. Этот способ используется, например, при вязании, когда нужно, чтобы в одном ряду нить сменилась. Например, вот это платье, как у этой куклы. Или, например, у этого малыша я меняла тоже нить этим способом, чтобы сделать ему на голове в области волос смену цвета под цвет волос. Также этот способ используется при вязании жаккардом. Сначала вспомним, как меняется таким образом цвет нити при вязании лицевой. Вводим крючок за одну петлю до того места, где нужно сменить нить. Когда мы имеем 2 петли на крючке, добавляем второй цвет и довязываем столбик без накида уже новым цветом. И продолжаем вязание уже новым цветом. При этом первую нить прокладываем внутрь столбиков и один раз закрепляем кончик новой нити. Это будет первый столбик новым цветом. Теперь кончик уже закреплен, я его оставляю внутри изделия и дальше, прокладывая первую нить, вяжу столбики. И в том месте, где мне нужно, допустим, снова сменить нить, я снова заканчиваю вязание предыдущего столбика другим цветом и вяжу уже нужной нитью. Вот таким образом выглядит смена нити лесенкой при вязании лицевой. Давайте посмотрим, что у нас с изнаночной стороны при этом получается. Здесь рисунок не такой красивый, и вот эти кончики остаются. И петли выглядят не очень аккуратно. Давайте это все обратно распустим и попробуем сменить нить таким же способом, но при вязании изнанкой. Для изнанки я выворачиваю эту деталь таким образом. Подробнее про вязание изнанкой можно посмотреть видео на моем канале. Предположим, что новая нить мне нужна через одну петлю. В эту петлю я ввожу снова крючок, захватываю нить, имею 2 петли на крючке. А вот эту нить рабочую я перекидываю вот так под крючком на эту сторону. И здесь пальцем буду ее придерживать. Беру второй цвет и оставляю кончик новой нити не с той стороны, как при вязании лицевой, а с этой стороны. И также придерживаю этот кончик тем же пальцем. Прокладываю нить под крючком, захватываю и довязываю столбик. Отпускаю обе нити и прокладываю кончик новой нити в один столбик, а предыдущий цвет продолжаю прокладывать в следующие столбики. Второй столбик, третий столбик. И, допустим, здесь через петлю мне нужно сменить нить. Последний столбик этим цветом провязываю наполовину. Также теперь вот эту нить мне нужно опять перекинуть внутрь. Я ее перекидываю именно через вот эту нить сверху. Придерживаю пальцем. И только после этого я довязываю столбик новым цветом. И уже продолжаю вязать столбики новым цветом, прокладывая предыдущий цвет внутри столбиков. Давайте посмотрим, что получается с другой стороны. Они выглядят аккуратно и одинаково. Что будет, если вот эту нить, которую я перекинула поверх другого цвета, перекинуть по низу?
Еще раз довязываю последний столбик этим цветом. 2 нити на крючке, и если мы вот эту нить перекинем не сверху, а снизу другой нити, как вроде кажется логичнее, вот так перекидываем и довязываем столбик вторым цветом, и дальше начинаем вязать столбики. Давайте посмотрим, что получится. С другой стороны, последний столбик получается не очень красиво. Вот эта нить как будто разрезает столбик пополам. Поэтому еще раз повторю, как сделать правильно. Распущу последний столбик. Имея 2 петли на крючке, нить нужно перекинуть поверху той нити, на которую мы меняем. Тем самым здесь получаем вторую часть столбика тем цветом, который нам нужен. И заканчиваем столбик уже новой нитью. И далее продолжаем вязать уже новым цветом. Вот она, вот эта нить, которая получается в результате перекидывания. И в результате все вот эти столбики выглядят с изнаночной стороны красиво и одинаково. Кончики при этом остаются с этой стороны. Это у нас будет внутренняя часть изделия. Итак, со сменой нити лицевой и изнанкой мы разобрались. Теперь вернемся вот к этому малышу. И я расскажу нюанс, который именно касается вязания тонкой пряжи. Например, вот когда вяжем таких маленьких кукол изнанкой. Вот я для примера связала такую же куклу до места смены нити. Здесь у меня сзади начинается линия роста волос. И мне нужно сменить нить на другой цвет в следующей петле. Поэтому в последней петле я распускаю столбик, чтобы сменить нить. Ввожу крючок, захватываю нить. Теперь вспоминаем, что вот эту нить нужно перекинуть сюда, придерживая ее пальцем. Берем новый цвет, кончик также я держу пальцем внутри. И заканчиваем вязание столбика новым цветом. И вот здесь есть нюанс. Вот этот кончик и старый цвет нити я не закрепляю и не прокладываю внутри столбиков, потому что вязание плотное хлопковой пряжи, и если я буду вот так прокладывать нить, у меня этот ряд получится немного толще, чем другие ряды, а мне этого совсем не надо, поэтому прокладывать я их не буду, а просто следующую петлю уже провязываю новым цветом столбик и продолжаю вязать. Здесь может немножко растянуться вязание, потому что я не закрепляю эти нити. Сейчас пару столбиков я провяжу. И после этого я подтягиваю обе нити, довязываю до того места, где мне снова нужно сменить цвет. И, допустим, в этом месте через петлю мне нужна снова телесная нить. Вяжу последний столбик желтым цветом, перекидываю нить, беру телесную нить и перекидываю сюда, на этот край. Только нельзя, чтобы здесь эта нить натянулась, нужно оставить расстояние побольше, раза в 2. Иначе при набивке эта нить натянутая вам не даст придать изделию нужную форму. Вот таким образом придерживаю внутри эту нить. И довязываю столбик этим цветом. И вяжу этим цветом дальше по описанию. Посмотрим, что получилось.
Получается все ровно. Когда мы вот эту нить оставляем внутри изделия, не прокладываем внутри столбиков, то здесь у нас отпадает проблема перекидывания вот этой нити, которую я только что описала. Далее, после того, как я навяжу много рядов, я вот эти нити, которые у меня внутри, разрезаю примерно на середине. И вторую нить также я здесь ей начну снова вязать, и у меня будет вот так внутри такой же отрезок, и тоже ее потом пополам разрежу. И у меня всегда будет здесь два кончика и здесь два кончика при каждой смене нити. Я их все подтягиваю по отдельности, чтобы хорошо стянулись петли, и завязываю на 2 узелка. Да, возможно, тратится немного больше времени, но я для себя определила, что при таком способе вязание в итоге выглядит аккуратнее, из-за того, что мы не прокладываем все время нити туда-сюда. Тем более с передней части, со стороны лица, если буду прокладывать вот эту желтую нить, может быть, ее после набивки будет видно, и ряд сам станет шире. И, соответственно, здесь, когда у меня появится кончик, я тоже завяжу, и так до самого конца. Каждый раз я завязываю и немного отрезаю, чтобы эти кончики мне не мешались, и оставляю внутри головы. В результате здесь будет выглядеть вот так. В каждом ряду будет вот такой узелок с внутренней части, а снаружи смена нити выглядит ровно и красиво. И с этой стороны, и с другой стороны. Ну а кому интересен полный мастер-класс по вязанию такого малыша, заходите на мой сайт, где располагаются все мои мастер-классы. Этого малыша зовут Антонио. До встречи!